G7 готовит серьезный ответ КНДР. Кандидатов в президенты Беларуси больше не будет, а в России охотятся на масло. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В Грузии отменяются выборы, пока оппозиция выходит на протесты. Будет ли готова пойти оппозиция на такой рискованный шаг? Как они оценивают сами свои перспективы? Российская разведка планировала взорвать самолеты, следующие за океан. Подсчет голосов на выборах в Соединенных Штатах Америки. У полиции есть планы на случай массовых протестов или каких-то непредвиденных событий. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. 10 стран готовят ответ на привлечение третьей стороны в войну России в Украине. Страны Большой Семерки и еще 3 государства сделали заявление, связанное с отправкой Северной Кореи солдат для участия в войне против Украины, и готовят скоординированный ответ. Министры иностранных дел 10 стран и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразили серьезную обеспокоенность по поводу присутствия северокорейских войск в России, которые могут быть использованы в боевых действиях против Украины. Мы подтверждаем нашу непоколебимую уверенность в поддержке Украины, защищающей свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность. Мы работаем с нашими международными партнерами над скоординированным ответом на это новое событие. Западные спецслужбы подозревают, что ГРУ РФ, Главное разведывательное управление, планировало устроить поджоги на борту грузовых или пассажирских самолетов, летящих в США и Канаду, пишет The Wall Street Journal. Инциденты связаны с возгоранием устройств, замаскированных под электрические массажеры, на логистических узлах одной из почтовых компаний в Германии и Великобритании в июле 2024 года. Предполагается, что это могло быть частью операции российских спецслужб. Тем не менее, по мнению экспертов, устройства, вероятно, были тестовыми для проверки возможностей доставки подобных предметов на самолеты, следующие в Северную Америку. Дмитрий Песков в комментарии изданию ТАСС сказал, что мы никогда не слышали никаких официальных обвинений в причастности России. И упомянутые вами издания, и другие издания, достаточно уважаемые, они очень часто такие невнятные вбросы осуществляют информационные, которые всегда не подкрепляются сколько-либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов. А в Литве на такое призывают реагировать жестче. Главный советник президента Литвы подчеркнул необходимость коллективных действий НАТО в ответ на российские диверсионные атаки. Он предупредил, что неспособность реагировать на подобные атаки может привести к дальнейшей эскалации. Среди мер, предложенных канцелярией президента Литвы, усиление разведывательных возможностей НАТО на восточном фланге. Если мы будем реагировать не коллективно, а как отдельные государства, когда будет нанесен ущерб, который мы не можем принять как суверенное государство, мы можем пострадать от других последствий. Поэтому нам необходимо принять коллективные меры либо на региональном уровне, либо на уровне НАТО. Ответные меры обсуждаются, и мы ожидаем результатов в ближайшем будущем. В Грузии аннулировали результаты выборов на 30 избирательных участках. Районный суд принял это решение после обнаружения нарушений тайны голосования на парламентских выборах. Об этом пишет грузинская служба «Радио Свободы». Судья восстановил процесс голосования на 3 случайных участках на юге страны. Эксперимент показал, что отметка за определенную партию просвечивалась на обратной стороне бюллетеня. В результате стоящие рядом с аппаратом для подсчета голосов могли увидеть, за кого голосует человек. Центральная избирательная комиссия имеет право оспорить это решение, но эксперты утверждают, что прецедент уже создан. Будет ли он применен к другим участкам, будут ли переголосовывать теперь в Грузии, или посчитают, что это никак не повлияло на результат, об этом мы поговорили с юридическим и политическим экспертом Геннадием Дубовым.
И в случае, если оппозиционные силы не возьмут мандаты, то есть они откажутся от приведения своих депутатов к присяге, не будет сформировано 2/3 от состава конституционного, что будет значить, что парламент не может вступить в полномочия. Вот только подобного рода финт может каким-то образом на повторные выборы ситуацию вывести, однако там тоже, как говорят специалисты по грузинской политике, существуют риски, что в повторном голосовании грузинская мечта сможет еще больше сконсолидировать своих избирателей и получить уже в том числе конституционное большинство от голосов. Будет ли готова пойти оппозиция на такой рискованный шаг? Как они оценивают сами свои перспективы, при том, что ОБСЕ признала с нарушениями, но в целом признала такими, что состоялись выборы в Грузии. Вот здесь вот вопрос. То есть, возможно, просто это такие остаточные явления политической борьбы, и в принципе, в Грузии на какое-то время эта ситуация будет, пройдена, и результаты выборов негласно, но все-таки будут признаны в том числе и противниками действующей власти. Иски о нарушении тайны голосования инициировала Ассоциация молодых юристов Грузии, которая требовала отменить результаты на более чем 2000 участков. Но суды в Тбилиси и других городах отклонили их жалобы. На выборах победила правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала почти 54% голосов. Помимо нее порог в 5% преодолели 4 оппозиционные партии, но все они отказались признавать результаты и войти в парламент, организуя акции протеста. Узбекистанцу, воевавшему против Украины, дали 5 лет колонии за наемничество. Суд назначил ему наказание в колонии общего режима. По данным следствия, в 2023 году он поехал на заработки в Россию, а позже заключил контракт с Минобороны и отправился на войну в Украину, где получил ранение. После лечения в госпитале он вернулся в Узбекистан, где силовики завели дело о наемничестве. Суд учел его раскаяние и сотрудничество, назначив минимальный срок 5 лет. Власти Узбекистана регулярно предупреждают граждан о запрете на участие в иностранных вооруженных конфликтах. Зафиксированы приговоры, но количество реальных участников неизвестно. В Узбекистане за последний год осудили как минимум 6 граждан, воевавших в Украине на стороне России. Никто не получил более 5 лет лишения свободы, хотя максимальный срок по закону 10. В США продолжается подсчет голосов после выборов президента страны. Эти выборы, как и подготовка к ним, проходили в очень напряженной атмосфере. О самом процессе мы поговорили с журналистом «Голоса Америки» Остапом Ярышем, о процессе и о настроениях в обществе. Все будет зависеть от результатов выборов. Мы слышали от бывшего президента Трампа заявление о том, что на этих выборах в некоторых важнейших колеблющихся штатах может быть подкуп избирателей или поддельные бюллетени. Трудно предсказать, увидим ли мы еще 6 января, когда будут подтверждены результаты выборов. Конечно, официальные лица здесь, в Капитолии, готовы к разным исходам. У полиции есть планы на случай массовых протестов или каких-то непредвиденных событий. Они помнят, что произошло в 2020 и 2021 годах. Так что, конечно, они следят за этим более чем внимательно. Мы еще не знаем, кто победит на выборах, Дональд Трамп или Камала Харрис. Я думаю, что это будет зависеть от риторики, которую мы увидим в ночь выборов и которую мы увидим в ближайшие дни. Если кандидаты решат выбрать подстрекательскую риторику, конечно, это может разжечь избирателей и привести к каким-то волнениям. Что я могу сказать, так это то, что официальные лица здесь готовы к различным исходам, к различным сценариям и готовы реагировать соответствующим образом. Не совсем про выборы в США, но так или иначе связаны с ними. Польских журналистов обокрали прямо у дома, в котором росла Камала Харрис в Калифорнии. Съемочная группа ТВП Инфо готовила сюжет у дома. Они оставили оборудование на тротуаре и его украли. Благодаря GPS-трекеру они отследили пропажу до дома в том же районе. Оттуда вышли 2 женщины. Сначала они говорили, что нашли оборудование, но затем одна из них призналась, что забрала его сама. Оборудование вернули, но полиция не стала их задерживать. И окончательный список кандидатов в президенты Беларуси стал известен.
Регистрация закрыта, зарегистрированы инициативные группы следующих 7 кандидатов. Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, депутат и лидер Либерально-демократической партии Беларуси, Александр Хижняк, глава Республиканской партии труда и справедливости, Ольга Чемоданова, экс-пресс-секретарь МВД, Анна Конопадская, экс-кандидатка в президенты на выборах 2020 года, Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров, Сергей Саранков, первый секретарь ЦК КПБ. Кому отказали в регистрации? Так это Диана Ковалева. Она собрала недостаточное количество участников. Виктор Кулеш не предоставил вообще список членов группы. ЦИК также ранее отказал Юрию Губаревичу и Александру Дроздову, так как их заявки якобы не соответствовали требованиям. Ну а в России продолжается охота за маслом. В Екатеринбурге воры в масках вломились в магазин и украли 20 килограммов сливочного масла. Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения. Ущерб с учетом разбитой двери около $1000. Мы уже говорили с вами в эфире Нехта Лайв об этой растущей проблеме и разбирались в причинах ее появления. Правительство попыталось эту проблему решить, закупив масло за границей, к примеру, у Объединенных Арабских Эмиратов. Правда, оно оказалось украинским. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. И про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.